Добро пожаловать на канал AlexBrain. Сегодня мы с вами поговорим о том, как производится продукция, то есть цепочка от идеи до продаж. Это касается не только товаров физических, да, но и в том числе услуг, осуществления работ. Принцип один и тот же, то есть производство есть везде. До того, как что-то продавать, да, нам нужно понять, на какую целевую аудиторию мы работаем, определиться с ассортиментом работ, услуг, товаров и уже в этом направлении действовать. Либо вглубь, либо вширь. Но это уже в следующих видео. Сейчас давайте поговорим о том, что и как это делать. Например, да, на примере вот моей столярки. Есть ассортимент, да, это шпильки для волос, для девушек, женщин, девочек. И подсвечники для чайных свечей. Возьмем пример вот этих двух товарных позиций. До того, как получить вот такие изделия, точнее, не такие, где у нас, вот, вот такое, то есть уже в коробочке. Коробочку вот мне сказали, что удобно, но я еще здесь вырезы добавлю, да, и здесь вот, ну, комплект из 2 штук. Или шпилька для волос, представлена вот так, да. До того, как вот это все сделать, есть определенные этапы работы. Первое, да, это идея. То есть идея, да, сделать шпильку. Сделать шпильку и, допустим, подсвечник. Соответственно, идея есть. Дальше что? Мы определяемся с концепцией, что мы будем конкретно делать, потому что шпильки могут быть такие, да, там могут быть еще какие-то. То есть, ну, понятно, что в данном случае, то есть у меня определено, что я делаю из древесины, плюс там эпоксидка, да, ну и плюс там есть модели посложнее. Перейдем, например, вот на этих, да, сейчас моделях. То есть появилась идея, дальше что? Мы эту идею оформляем, то есть в какую-то концепцию. Для этого нам нужно понимать четко портрет потребителя, то есть кому мы будем продавать, то есть для кого мы делаем. То есть конкретно, да, вот, допустим, шпилечка, то есть чем живет этот человек, сколько, скажем так, он готов заплатить за это, да, от этого зависит, насколько мы будем вот это все выглаживать, это ручная шлифовка, да, какая древесина, качество, то есть изгибы, вот это изящество, все, шпильки, грация, да, назвал. От этого зависит то, какой будет конечный продукт, от того, кому мы будем продавать. Уже от этого мы отталкиваемся, да, допустим, вот это инь-янь, да, то есть сердечко, любовь, инь-янь, то есть соприкосновение и переплетение двух противоположностей. Нужно понимать целевую аудиторию, кому мы это будем продавать. И уже от этого начинать дальше оформлять свою идею. Далее, да, после того, как мы изучили какие-то концепты, там, посмотрели, кто что делает, сравнили, за сколько покупает, то есть изучили рынок, да, изучили, насколько он объемный, то есть чтобы не было так, что мы, не знаю, допустим, ну, это опытный образец, то есть сначала на фанере пробую, сделали там из фанеры подсвечники, да, и пытаемся, не знаю, там их продать там 1000 за 2. Абсурд, конечно. Вот. То есть нужно соизмерять, проанализировать рынок. После этого уже понимаем, то есть жизнеспособная наша идея или не жизнеспособная. То есть если, к примеру, подсвечники делать из фанеры, да, ну, во-первых, вы ее так не дошлифуете, и вид не будет тот. Из фанеры делают подсвечники, но другие, как домики там такое. Вот. Соответственно, нужно понимать, жизнеспособная ваша идея или нет. Для этого нужно проанализировать рынок. Еще раз повторюсь.
После того, как проанализировали рынок, разрабатываем какие-то, делаем скетчи, наброски, чертежи, да, переводим это в чертежи. То есть сначала наброски какие-то, можно, к примеру, некоторые изделия я делаю как, то есть у меня есть идея, да, как ее оформить. Я пробую сразу, допустим, вытачивать это. Вытачивать, то есть опытный образец, вытачиваю, смотрю, его допиливаю, либо смотрю, нет, не то, ну, как, к примеру, ну, не знаю, там, ну, вот это, да, шпилька, ну, она не пойдет в продажу, во-первых, ну, здесь вот вкрапление, да, древесины, ну, то есть это брак сразу, да, плюс сама концепция, ну, она хороша, у меня есть из этой серии, да, там первые изделия штучные, но здесь уже задан вот этот, да, там уклон не так, как нужно. Вот это, то есть это уже все. То есть если я хочу в этом концепте делать, то мне нужно еще садиться и заново делать. Вот. Либо нарисовать чертеж. Ну, а чертеж опять-таки, ну, к примеру, да, там вот эти там, к примеру, это на продажу не пойдет, это не пойдет, это пробные образцы, все. Здесь пробовал, тоже экспериментировал по обработке, да, то есть отладить производственный процесс. То есть есть чертеж, мы делаем опытный образец, либо опытные образцы, отрабатываем технологию производства. Это так же, как я уже сказал, и с услугами то же самое, да, то есть отрабатываем наиболее оптимальный вариант, то есть как вырезать вот эти сердечки, да, во-первых, какого они размера должны быть, во-вторых, как вырезать, чем, каким инструментом. В-третьих, чем вот это, да, допустим, к примеру, для этого нужно специально фрезу подготовить, то есть изготовить определенно фрезу, чтобы вот вырезала именно так, как я хочу. Берем и делаем сверло, как нам нужно, фрезу точнее, да. Далее определяемся там с высотой там и прочее, примеряем, сейчас чайных свечек здесь не взял, да, то есть примеряем, что подходит, что не подходит, плюс понимаем, изучаем рынок, да, для чайных свечей мы понимаем, что они есть размером диаметром 35, 38, 40. Вот. Плюс еще есть в форме сердечек, но в форме сердечек я ну, не делал. Была идея, то есть есть концепты, опытные образцы сюда не положил сейчас, вот, но отказался от этой идеи. По высоте, по эксплуатации, то есть беру, ставлю свечу, да, чайную включаю и смотрю, что она из себя представляет. То есть вот так можно еще там, то есть как в процессе эксплуатации мы смотрим, проверяем обязательно, да, как это будет работать или не будет работать. Например, вот такие подсвечники, да, они для чайных свечей хороши, а для аромасвечей здесь есть, да, предусмотрено, но я на этом уклон не делаю, то есть это предусмотрено, потому что я сам люблю аромасвечи. Если вы ее неровно поставите, пепел будет в сторонку падать. Вот. Не в углубление, а в сторонку. Если, допустим, ровно поставили, то нормально будет. Вот, это нужно учитывать, да. Дальше, что? Плюс, как видите, здесь они блестит, здесь покрыто эпоксидкой, плюс с люминофорами. Задумка была, что, допустим, чайная свеча догорела, темно в комнате, а здесь после вот это мягкое зеленое свечение есть. Но от этой идеи отказался, потому что, ну, не совсем то, скажем так, что я хотел, поэксплуатировал, примерял, попробовал по-разному. Ну, вот здесь опытные образцы, вот это все. Вот, и как бы решил, что нет, а, здесь не буду это использовать. После того, как мы отладили, да, допустим, по иньяням, да, тоже, то есть по размерам у меня и вот такие размеры были, да, это, допустим, вот фанерка и, ну, тоже глядича. По иньяням такие размеры пробовал, проверял, то есть это вот, ну, один из образцов, там, и выпиливал, да, там, и из дуба тоже, ну, не тот размер, не тот размер, соответственно, чтобы наиболее гармонично смотрелось, выбрал именно вот конкретно вот этот размер, 9 на 10 и высота тоже. Вот. Дальше, вот для вот этих свечей
для вот таких свечей. Эти еще в продажу не выпускал. Это только опытный образец. Они еще требуют доработки, потому что вот сюда можно вставить как свечу чайную круглую диаметром до 40 сантиметров, до 40 миллиметров, так и свечу в форме сердечка. Вот, но от вот этой концепции, скажем так, отказался, но посмотрим, может быть, все-таки сделаю. Здесь еще будет углубление для именно конкретно круглой свечи, чтобы, если мы взяли, чтобы она никуда не улетела, не уплыла. Вот, плюс там углубление, прочее, тут высота заливки эпоксидки, плюс цвет эпоксидки и так далее и тому подобное. То есть вот это еще будет дорабатываться где-то, ну, примерно месяц, потому что изготовить, пока высохнет, плюс там продумать, перечертить, рассчитать там объемы и прочее, да, там. Ну, я думаю, кто делает это, понимает, о чем речь. Вот. Это опытный образец, это не на продажу. То есть оно выглядит хорошо уже как продажное, да, но это я продавать не буду, потому что здесь есть недоработки. Потому что нужно учитывать, если вы готовите ширпотреб, да, то есть качество не важно, лишь бы там количество и отзывы, да, там репутация не важно. Если вы работаете на репутацию, то у вас должно быть идеально. Вот. Поэтому на продажу только вот эти пошли пока. Вот, и есть еще из вот этой серии, только без эпоксидки, чистое дерево, да, с покрытием льняным маслом и масловоском. Одно из глядичей, другое из дуба. Вот, для, опять-таки, концепции, да, то есть это как два сердца, мужское и женское начало, вот, как-то так. Дальше, да, после того, как мы сделали, то есть проверили, допустим, тех же самых шпильки, да, тоже как, то есть разрабатывал там такие, там, я еще много не взял, проверял, соответственно, то есть привлекал девушек, экспериментировал, проверял с разными типами волос, как оно работает, какая форма лучше, дорабатывал, то есть пришел к выводу, что вот, если видите, да, здесь уклон вот такой, это слишком, он в голову втыкается. Вот, его, кстати, можно использовать как оружие еще. Вот, для самообороны. Здесь что еще важно, да, то есть форма, то есть здесь все доведено именно опытным путем, приведено именно к той форме, которая, на мой взгляд, идеальна. Здесь также, чтобы для фиксации, по поводу разгибов, да, то есть вот можно без проблем разгибать. Мы, когда начинаем что-то делать, да, какое-то изделие, мы должны понимать, есть ли у нас производственные мощности, чтобы сделать это, да, есть ли у нас соответствующие материалы и, естественно, есть ли у нас такие компетенции. Вот, допустим, многие, да, делают те же самые шпильки из бука, и потом им там отзывы пишут, что они ломаются. Потому что бук, я проверил перед тем, как вот эти модели, да, сделать, перед тем, как вообще прийти к именно вот этой древесине, это древесина боярышника, влагостойкая, гибкая, твердая, то есть не царапается ничего, можно с ней купаться, прослужит 1000 лет, да. Бук, допустим, из которого многие делают те же самые расчески, гребешки, заколки, шпильки, он ломается, он очень ломкий в сравнении с боярышником. Дальше, то есть мы определились, да, еще из какого материала. Допустим, те же самые тоже подсвечники, да, перед тем, как прийти к вот этим, я экспериментировал, у меня больше 26 видов древесин, причем некоторые, ну, которые вы в продаже не достанете, как, допустим, вот тот же самый боярышник, вот я а, сам собираю эту древесину, да, заготавливаю, там у меня все знают, что я этим занимаюсь, и говорят, вот, Алексей, у нас на участке есть вот такая-то древесина.
допустим, высохло дерево, да, там, либо там что-то строить будут, ну, я стараюсь именно древесину, я очень люблю природу, это одна из причин, почему я этим занимаюсь, да, то есть это, скажем так, миссия, да, моя в древесине, во-первых, проявить свой перфекционизм, а, и здесь все выточить, да, во-вторых, это продлить жизнь древесине. То есть деревья, которые уже погибли, мы им продлеваем жизнь. И это не может не радовать, скажем так. Вот. Плюс деревья, которые, скажем так, люди, которые купят мои изделия, да, они сберегут деревья, которые пилят живыми. Вот, для таких же изделий, ну, подобных, да, изделий. Дальше что? После того, как мы определились, да, то есть с моделью все, концепт сделали, да, опытную модель, после этого желательно делать что? Желательно разработать документацию, технологическую документацию, чтобы у вас было какие размеры, да, там размер просвета, там длина, здесь изгиб, то есть чертежов, да, из какой древесины. Плюс для того, чтобы вам потом посчитать, на что сколько уходит денег, да, то есть сколько это изделие, во сколько вам обходится, да, произвести это изделие. Это от заготовки древесины, его хранения, а, подготовки, да, потому что нельзя взять, спилить дерево и тут же сделать. Ну, многие так делают, но качеством там не пахнет. Я думаю, в магазинах видели. Дальше. Вы учитываете, естественно, сколько материала идет на это, да, те же самые расходники, электроэнергия, сколько человека часов, да, это занимает, там бухгалтерия, налоги, продвижение, маркетинг, упаковка и так далее, да, то есть всё это подсчитывается. В технологической документации вы себе это все прописываете. Дальше, да, разрабатывается, получается у нас упаковочка. Опять-таки, то есть так пробовал, да, там так пробовал. А, в итоге пришел к такому, но это вот тоже черновая, да, это не на продажу, то есть здесь QR-код, допустим, вот видите, на изгибе, да, он тут начал, то есть еще отступ. Но в итоге вот пришел к такому дизайну, ну и здесь еще вот будут для пальцев, чтобы было удобно, потому что мы заботимся о своих покупателях. Здесь то же самое, да, сначала так там сделал, попробовал, проэкспериментировал, на каком, скажем так, режиме хорошо работает лазер, чтобы все это выгравировать. Вот, и, соответственно, с наполнителями тоже и так далее и тому подобное. Да? После того, как вы разработали, плюс еще не забывайте, что это упаковка для продажи, скажем так, если вы транспортируете, к примеру, там, службой доставки, там, Почты России, там, на каких-нибудь маркетплейсах, еще должна быть в гофре, потому что вот эта упаковка, она покоцается, и будет не товарный вид, и, ну, покупатель расстроится, а хочется, чтобы приятно было. Вот. Далее, после того, как все сделали, мы что делаем? Правильно. Мы подготавливаем фотографии. То есть и это тоже нужно учитывать, что фотосессия, обработка фотографий, инфографика, составление описаний и прочее, все это тоже учитываем. Временные затраты, финансовые затраты и так далее и тому подобное. Сами вы это делаете, либо сотрудников нанимаете, неважно. Это все деньги, да? После того, как все это сделали, начинаем продвигать. Как мы будем реализовывать этот товар, мы должны были определиться, я об этом не упомянул, мы должны были определиться еще на этапе, когда мы придумывали идею, ну, оформляли идею, да, то есть анализировали рынок, тогда мы должны были определиться, как и по каким ценам, да, мы будем это реализовывать, и плюс просчитать примерно рентабельность, потому что если, допустим, не рентабельно, какой смысл это делать?
После того, как все это сделали, да, нам что нужно? Правильно, еще складировать это. То есть мы изготавливаем, желательно партиями, да. Если единичные, ну, опять есть единичные, есть единичные изделия, да, есть партии, есть побольше, да, поменьше партии. Здесь тоже нужно понимать, что нужно где-то это хранить, это тоже учитывать в соответствующих условиях, да, для хранения, чтобы та же самая упаковка там не портилась, да, ну, естественно, товар. Вот. И плюс логистика та же самая и так далее и тому подобное. Все это мы учитываем и прописываем. То есть, ну, желательно, знаете, как технологический процесс, не знаю, может быть, статейку на сайте размещу, может быть, вот прям линейку, что, как, в какой последовательности с табличкой Excel. Естественно, потом, когда пошли у нас продажи, да, то есть это могут быть оффлайн точки, это может быть, собственно, интернет-магазины, какие-то маркетплейсы, какие-то доски объявлений, какие-нибудь там мессенджеры и так далее, соцсети там и так далее, да, каналов сбыта очень много. А, Вопрос, скажем так, где сбывать именно данную продукцию, да, вашу, где живет ваша целевая аудитория. Э, Нужно учитывать, да, вести учет. Для учета складского, да, есть много программ, та же самая 1С, там, ну и прочие ERP-системы, да. Нужно учитывать, что у вас есть, что нет, чтобы не было так, что вам заказали, вы отправляете, хлопа, у вас на склад пошли, открыли, у вас ничего нет. Такие, опа. К примеру, вот эти, да, вот эта эпоксидная смола, это ювелирная эпоксидка, она сохнет 4 дня. То есть ее можно обрабатывать через 4 дня вот, после того, как залили. И может быть казус. Поэтому нужно еще учитывать э, торговые, да, товарные складские остатки, сколько у вас товара в наличии. И в следующем видео я расскажу о стратегии разработки товарных позиций, да. Есть возможность, да, как я уже ранее сказал, вширь расти, то есть ассортиментную линейку расширять, есть возможность вглубь. На примере тех же самых столярных изделий я в следующем видео расскажу. До новых встреч! С вами был я, Алексей. Ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся в следующих видео.